Okay, first of all, can I just say what an honor and a pleasure it is for me to be here. Прежде всего, позвольте мне сказать, какая честь и какое удовольствие для меня быть здесь. To be part of the celebrations and hopefully to be part of the future of the organization. Быть частью этого праздника, юбилея и, надеюсь, быть частью будущего этой организации. I think you have a great deal to be proud of, and hopefully we'll have much more to be proud of as the years roll by. И я думаю, что у вас действительно есть большие основания того, чтобы гордиться тем, что было сделано, и я надеюсь, что у вас будет еще больше оснований гордиться тем, что вы сделаете. When Rimas invited me to speak to you today, когда Римас пригласил меня выступить перед вами здесь сегодня, I think it was he who urged me to try to say something about this three grand theories idea. Я думаю, что это именно он был тем, кто меня как-то побуждал к тому, чтобы поговорить о вот этих вот трех великих идеях. So he is the one to blame when you feel really bored by this. И я надеюсь, что вы не будете меня как-то порицать за то, что это для вас, что я вам немножко наскучила этим. Okay. It is obvious that within therapy in general and existential therapy in particular, очевидно, что в терапии в целом и в экзистенциальной терапии в частности, the question of relatedness and relation is a central theme. Вопрос взаимосвязанности и отношений является центральным. Some of us, in fact, would say that it is the critical theme of existential therapy. Некоторые из нас скажут, что это действительно такая критическая, ключевая вещь, которая есть в экзистенциальной терапии. But it remains a question for us to ask just what is it that we are meaning and implying when we use this term relatedness, relation, interrelation. Но для нас по-прежнему остается вопрос, что же мы имеем в виду, когда мы используем эти термины: отношения, связь, взаимосвязанность. This question was explored by a group of us via email discussions that were taking place over a period of about 1.5 years. Эта тема очень интенсивно обсуждалась группой, частью из нас, когда в последние 1,5 года развернулась дискуссия о том, что же такое экзистенциальная терапия. And in the course of these discussions, at one point I presented to the group what I jokingly call the three grand theories of relatedness. И в ходе этой дискуссии я представил, так сказать, той группе, которая это обсуждала, то, что я как-то в шутку назвал тремя великими теориями взаимосвязанности. The joke has kind of backfired on me because I then ended up having to elaborate on these theories. И эта шутка, она как-то возымела на меня такое обратное воздействие, и я подумала о том, почему бы серьезно не попробовать это проработать. And now I try to present a shortened version of what I tried to say about them. И сейчас я представлю краткую версию того, что я попытался сказать об этом. I want to emphasize that there is absolutely nothing in what I will say that is remotely original. И я сразу хочу сказать, что нет здесь абсолютно ничего такого из того, что я собираюсь говорить, что было бы так очень оригинальным. But sometimes new understanding emerges by looking at previously existing ideas in relation to one another. Но, как часто бывает, иногда новые идеи как раз возникают тогда, когда мы смотрим на те идеи, которые существовали раньше, и пытаемся их как-то связать одно с другой.
So, the first grand theory Итак, первая великая теория is a theory that can be called one of individual subjectivities. это теория, которая может быть названа теорией индивидуальной субъективности. This first grand theory proposes that human beings develop a particular form of consciousness. И эта первая теория, она предполагает, что человеческие существа проявляют, развивают какую-то определенную форму сознания, Which we call self-consciousness, которую мы называем самосознанием, very early on in the infant stages of our development. и очень рано оно начинает развиваться. There are debates around exactly when. Some argue prior to birth itself, some very shortly after birth, but basically this idea of early infant development of self-consciousness is obvious. Есть много споров по поводу того, когда же действительно начинает развиваться это самосознание. Есть некоторые теории, в которых утверждается, что это прямо еще до рождения происходит. Некоторые говорят, что краткое время после рождения. Но так или иначе это связывается вот с ранним детством, с становлением этого самосознания. This first theory views every human being as subjectively distinct and separate. И вот эта первая теория, она рассматривает каждое человеческое существо как достаточно отделенное и индивидуальное. It prioritizes individualistically contained self-consciousness. И приоритетом вот, на первом месте в этой теории стоит такое индивидуальное самосознание. As the only baseline to our reflective experience. И считается, что это такое индивидуальное, такое контейнированное сознание является единственной основой для нашей индивидуальной субъективности. According to this theory, human beings develop separate and individual subjectivities. Согласно этой теории, человеческие существа развивают отдельную индивидуальную субъективность. That remain directly accessible only to each particular self who experiences self-consciousness. И вот это самосознание остается доступным только вот этому особому, вот этой особой отдельной самости, которая эту самоосознанность создает. And this experience of self-consciousness is both distinct and separate. И вот это переживание этого самосознания, оно является отделенным и отдельным. From this first theory, the recognition of others only emerges as a consequence of a previous self-conscious experience. И с точки зрения этой теории, признание других происходит только исходя из вот этой позиции предварительного самоосознания. First comes the distinct, unique, and separate self that is contained within a personal body boundary. То есть сначала выступает вот эта уникальная, индивидуальная, отдельная самость, которая находится в определенных телесных границах. And only after this does it become possible to be reflectively aware of others as well. И только после этого появляется возможность каким-то рефлексивным способом осознавать то, что есть еще и другие. As possibilities of interaction between separate and distinct beings. Из самой возможности взаимодействия между этой отдельной самостью и другими. Relations, therefore, between self and others are understood as being between separate and distinct
individual И таким subjectivities. образом отношения между этой самостью и другими понимаются как отношения, которые вот создаются между двумя отдельными индивидуальными субъективностями. This first grand theory continues to dominate Western perspectives on human relations. И похоже, что вот эта вот первая великая теория, она продолжает доминировать в западном взгляде на человеческие отношения. It is perhaps most clearly characterized through predominantly North American notions of individualism. И, может быть, она как-то наиболее ярко выражена в доминирующем североамериканском понятии индивидуализма. And extends into notions such as freedom, choice, and responsibility. И она распространяется на такие понятия, как свобода, выбор и ответственность. By viewing these entirely at a separatist and individualistic level. И рассматриваются все эти категории исключительно и в целом на таком индивидуальном, сепарированном уровне. From the perspective of this first grand theory, С точки зрения этой большой, первой великой теории, each individual experiences his or her own freedom, choice, and responsibility. переживание и опыт каждого отдельного человека является его или ее выбором и ответственностью. In an entirely personal and independent sense, И в совершенно таком личном и независимом смысле. and in contrast to or in competition with others' individual freedom, responsibility, and choice. По контрасту и в соревновании с другими отдельными индивидуальностями. A great deal of contemporary Western psychotherapy retains deep definitional allegiance to this first grand theory. И в очень большой части современная западная психотерапия основывается вот на вот этой теории взаимосвязанности. As do the great majority of Western political, economic, and legal systems. Точно так же, как и очень большая часть западных политических, экономических и юридических систем. The view of this first theory is perhaps best contained in the so-called Gestalt prayer. Может быть, вот эта точка зрения в наиболее таком концентрированном виде выражена в том, что называется гештальт-молитвой. I do my thing and you do your thing. Я делаю свое дело, а ты делаешь свое дело. I am not in this world to live up to your expectations. Я в этом мире не для того, чтобы жить ради твоих ожиданий. And you are not in this world to live up to mine. И ты в этом мире не для того, чтобы жить ради моих ожиданий. You are you and I am I. Ты это ты, а я это я. And if by chance we find each other, it's beautiful. И если, по счастливой случайности мы найдем друг друга, это прекрасно. And if not, it can't be helped. Но если нет, то это можно выдержать. Perhaps most briefly, Может быть, это можно сформулировать наиболее коротко. this first grand theory is characterized by the notion of I or you. Вот эта вот первая великая теория самым кратким образом может быть характеризована вот этими тремя словами «я» или «ты».
second grand theory might be called a theory of intersubjectivity or bisubjectivity. Вторая великая теория может быть названа теорией интерсубъективности или бисубъективности. It suggests that consciousness necessarily involves an intersubjective dimension. И она исходит из того, что личность, человек неизбежно вовлечен в интерсубъективные отношения. It extends the views of the first theory. Она идет дальше вот тех взглядов, которые были в первой теории. By proposing that a second parallel form of consciousness, предполагая, что вторая такая параллельная форма сознания, which is usually referred to as intersubjectivity, которую чаще всего называют как интерсубъективность, coexists at a foundational level with self-consciousness. сосуществует на каком-то фундаментальном уровне с индивидуальным существованием. So it is a kind of bisubjectivity because it is arguing that both self-consciousness and a kind of intersubjective consciousness arise at precisely the same time. Это что-то вроде бисубъективности, да, которая предполагает, что какая-то индивидуальная субъективность и интерсубъективность существуют параллельно в одно и то же время. Much of the impetus for this second grand theory emerged from studies in early infant development. И очень многие импульсы, которые мы находим вот в этой второй теории, они берут свое начало в изучении истории, детской истории развития. During which various forms of research evidence suggested a foundational intersubjectivity. То есть в этих исследованиях было показано очень много моментов, которые подтверждают существование интерсубъективности в That coordinates an individual's actions with those of another. Эта интерсубъективность является тем, что как-то координирует действия человека в его отношениях с другими. And it is argued that intersubjectivity plays a major role in facilitating cognitive and emotional development. И считается, что вот эта интерсубъективность имеет очень большое значение для когнитивного и интеллектуального развития, способствует такому развитию. One of the most famous examples given for those who adopt this second grand theory И на самом деле наиболее яркий пример, который приводят сторонники вот этой второй великой теории, is the discovery of what are of the so-called mirror neurons. Это то открытие так называемых зеркальных нейронов, That can be shown to coexist in early infant relations between child and parent. которые, возможно, да, они сосуществуют вот на этом этапе раннего развития человека, ребенка, да, в его отношениях с родителями. So this second grand theory, in contrast to the first, И вот эта вторая великая теория в сравнении, да, по контрасту с первой, proposes a kind of coexistence of subjectivity and intersubjectivity. предполагает некоторое сосуществование субъективности и интерсубъективности, Neither of which can claim a developmental precedence over the other. Ни одна из них не может декларировать какие-то преимущества, да, вот в своем развитии по сравнению с другими. It challenges what Robert Stollerow has referred to as the myth of the isolated mind. Myth. Миф.
Это то, что Столбороу назвал мифом изолированного разума. But it has to be said that Но следует сказать, from this second grand theory perspective, что это вторая великая теория. Relations between self and others Рассматривает отношения между самостью и другими. Continue to be understood as relations between separate and distinct individual subjectivities. Эта теория выглядит может быть понята как некоторое развитие рассмотрения отношений как двух отдельных субъективностей, индивидуальных. Just like in the first grand theory. Точно так же, как в этой первой великой теории. However, it is also argued И в то же время она доказывает, that the various meanings, behaviors, and emotions that are experienced что сами все то поведение, все те наши эмоции, которые мы переживаем, испытываем, emerge through an intersubjective foundation возникают на интерсубъективном основании. That acts as a kind of psychic bridge Это что-то вроде каких-то психических мостиков between the individual subjectivities. Между индивидуальными субъективностями. This second grand theory has been highly influential in the rise of various relationally grounded theories. И вот эта вторая великая теория интерсубъективности оказала большое влияние на возникновение самого разного рода теорий отношений. Particularly those theories regarding human relations. В частности, тех теорий, которые рассматривают человеческие отношения. It challenges extreme positions of individualism. Она бросает вызов такой экстремальной позиции индивидуализма. By arguing that individuals are always in some form of dynamic relation with one another and with the world in general. И доказывает, что индивидуумы всегда находятся в какого-то рода динамическом отношении, динамической связи друг с другом и с миром. Nonetheless, it still maintains a divided stance. И в то же время все еще существует такая отдельная позиция In its position towards separate and individual beings, которая утверждает, что такое отдельное индивидуальное бытие, who interact with one another, эти бытия, отдельные бытия, которые взаимодействуют один с другим, who must interact with one another, которые должны взаимодействовать друг с другом, from their individual perspectives. но со своей индивидуальной перспективы. In terms of its understanding of questions of freedom, choice, and responsibility, И если говорить о том, как при этом понимается свобода, выбор и ответственность, it views these themes то эти темы рассматриваются as being generated in a kind of back and forth process. Это что-то такое, что порождается в процессе движения от одного к другому, тут вперед и назад. Generated between separate То есть individuals. это что-то такое, что порождается и генерируется в пространстве между двумя индивидуумами. As such, it recognizes that freedom, choice, and responsibility cannot be entirely contained within an individual. Sorry? It recognizes. Признано, что вот эти все свобода, ответственность и выбор, они не могут существовать внутри одного индивидуума. But at the same time, its language remains confused. Но в то же самое время этот язык вот этот оказывается смешанным. In that it tends to resort back to notions that are individualistically infused.
И они все-таки как-то скатываются назад к понятию индивидуальности. In brief, Если коротко, this second theory это вторая теория. can be summarized as a theory Может быть суммирована словами «я» и of I and you. But it's important to recognize that the and И здесь важно признавать, что вот это «и» acts as a bridge between separate beings. Создает что-то такого мостика, позволяющего доступ, да, между вот этими двумя отдельными индивидуальностями. As such, it is a theory that tries to combine both separate individualities То есть это какой-то мостик, который пытается объединить эти отдельные индивидуальности and the possible sharing that can exist between them. и показать возможность того, что они делятся друг с другом, да, чем-то, что есть у них. И это деление с другим тем, что есть у них, это то, что есть у них. Now we come to the third grand theory. И мы переходим к третьей великой теории, большой теории. This third grand theory deviates from both the first and the second. Эта третья теория является дальнейшим таким развитием и отделением от двух предыдущих. By proposing Предлагает она, that a foundational grounding of universal relatedness что фундаментальное обоснование отношений is the source of all individual subjectivities является вот эта индивидуальная базовая, фундаментальная базовая взаимосвязанность является основой для индивидуальных проявлений. and that it is through this universal relatedness И через эту универсальную взаимосвязанность that individual subjectivities emerge. появляется индивидуальная субъективность. So in other words, it gives primary focus to a notion of universality. Другими словами, здесь главный фокус на этой на универсальности. As the basis through which individual subjectivities are manifested. Как той базе, на основе которой проявляет себя отдельная индивидуальность. It argues that there must be an a priori ground of relatedness. В этом подходе утверждается, что есть какая-то совершенно априорная обоснованность, That permits которая позволяет the unique emergence of each subjectivity. уникальным возникновением, уникальным проявлением каждой субъективности быть. This theory reverses the assumptions of the first Эта теория, она противоположна тем предположениям, которые были в первой теории. and it prioritizes the notions of the second, the intersubjective notions of the second. И подтверждает приоритет тех понятий, которые выдвигает вторая теория. In doing so, it challenges dominant Western assumptions. И тем самым она бросает вызов доминирующим западным представлениям With regard to a distinct and internalized self, о каком-то отдельном и интернированном, отдельной какой-то интернированной самости.
as well as that self's precedence as the basis to any relational event. И то, что вот эти вот индивидуальные самости являются чем-то предшествующим каким-то событиям отношений. It acknowledges the experience of a distinct self. Признание опыта вот этого отдельного, этой отдельной самости, which can be distinguished from other selves, которое может быть отделено от других самостей. but it argues that such experiences are only possible Но настаивает на том, что такой опыт возможен только в том случае, and are outcome expressions of a pre-existing relational grounding. Возможен только как результат, прежде, как выход, да, как продукт прежде существующей взаимосвязанности. This third grand theory is difficult for Western thinking to grasp. Вот эта вот третья теория, она трудна для того, чтобы она могла быть как-то схвачена западным мышлением. Or to communicate in any direct fashion. И ее очень трудно как-то представлять в коммуникации таким прямым, непосредственным образом. This is in part because there is no adequate language that we have to express its basic assumption. И это главным образом потому, что у нас нет подходящего языка для того, чтобы выразить какие-то базовые суждения, касающиеся этой теории. Nor is it likely that we will find that language. Но и мы не можем найти этот язык. Terms like relatedness, unity, indivisibility, wholeness. Вот эти все термины, как связанность, relatedness, what else? Unity, wholeness. Единство, неделимость, взаимосвязанность, целостность. At best only point us towards. Они нам, по меньшей мере, как-то указывают в том направлении. Rather than illuminate the theory itself. Нежели как-то освещают вот это само по себе. Nonetheless, my view is Тем не менее, that while this theory remains somewhat alien and counterintuitive to Western thought, я думаю, вот, мое мнение, почему эта теория остается какой-то такой враждебной, непонятной для западного мышления. This third grand theory focus on relatedness Вот эта вот третья великая теория, которая основана на взаимосвязанности, is crucial to the understanding of existential phenomenology. Она является ключевой для того, чтобы понимать экзистенциальную феноменологию. And hence has vast implications for existential therapy. И тем самым какие-то западные импликации экзистенциальной феноменологии. The big mistake that is usually made with regard to explaining this theory, this third theory, самая большая ошибка, которая делается в попытках как-то объяснить эту теорию, is to suggest that relatedness is just another expression of relationship. Что это попытка как-то объяснить, что взаимосвязанность — это как-то другой способ говорить о взаимоотношениях. Or indeed of the interactions of human relations. Или, вообще о каком-то взаимодействии людей в отношениях. The error here, I think, is the misunderstanding
ошибка, я думаю, здесь заключается в непонимании, that relationships что отношения, взаимоотношения and the various relations or avoidance of relations between persons и разные отношения или избегание отношений между разными людьми are just expressions of relatedness. являются просто выражениями взаимосвязанности. They are a form of relatedness, but not relatedness itself. Они являются формой взаимосвязанности, но не самой взаимосвязанности. Now, very few forms of Western therapy have allied themselves to this third grand theory. И очень мало форм западной психотерапии, которые как-то позволяют себе быть обеспокоенными вот такой теорией. You can see some elements of it, particularly in some forms of social constructionist theories. Некоторые отдельные элементы мы можем видеть в некоторых отдельных формах социального конструктивизма And in critical psychology approaches. и в подходах критической психологии. I think it should be much more dominant in our own approach. И я думаю, что этот взгляд должен быть гораздо более доминирующим в нашем собственном подходе. In that, I think the adoption of this third grand theory Потому что я думаю, что в усвоении вот этой третьей великой теории really brings out the radical aspects of existential phenomenology. усвоение вносит действительно радикальные аспекты в экзистенциальную феноменологию. We might summarize this third grand theory Мы можем подытожить эту третью as великую теорию вот так. I-U, Я, дефис, ты. or perhaps more accurately, I-U being. Или, может быть, более точно, как я, ты, бытие. Perhaps this theory is most commonly seen in various spiritual approaches. Возможно, эта теория в наиболее общем виде рассматривается в многочисленных духовных практиках. Perhaps most obvious among these is the Hindu idea of the Brahman and the Atman. Может быть, наиболее полно в этих идеях Брахма и Атман. The Brahman seeks to express the foundational creative principle or source reality of all being. Брахман пытается осмыслить фундаментальную основу для всего творения, как какой-то источник того, чтобы все было. And the Atman refers to the individual self-manifestations of this source reality. Атман касается индивидуальных проявлений, исходящих из этого источника реальности. The Brahman is the single binding unity. Брахман — это единая, объединяющая целостность, that underpins the seemingly individualized diversity. Которая лежит в основе, как подложка, как подстилает вот эти индивидуальные различные проявления. This is a non-dualist view that is being presented. Это не дуалистское представление о бытии. In that every Brahman, every Atman is a reflection of Brahman. В нем всякое Атман является рефлексией Брахмана. In the last 30 years or so, И если мы это так используем, a very similar view of this это очень похожий
похожее видение. From non-spiritual traditions Вне духовной традиции. can be found in various writings within theoretical physics. Мы можем найти это в различных работах физиков-теоретиков. For those of you who are interested, the writings of David Bohm in particular capture very similar ideas. Ну, для тех, кому это интересно, могут почитать Дэвида Борна, где он говорит об очень похожих вещах. And perhaps even more recently, И, может быть, совсем недавние работы. Those physicists who have studied the behavior of electrons Тех физиков, которые изучали поведение электронов, have arrived at conclusions that are startlingly similar to those of the Hindu idea of relatedness. И они пришли к тому, что это достаточно близко вот этим индийским теориям, о которых мы говорили. It has been shown, for instance, that the manipulation of any one particular electron И было показано, в частности, что если каким-то образом манипулировать каждым каким-то одним единственным отдельным электроном, instantly impacts upon all other electrons. это мгновенно оказывает воздействие на все другие электроны. Not in a cause-effect fashion, Не то, чтобы это вызывало какого-то рода but воздействие, in an instantaneous, resonant fashion. но какое-то резонирующее таким образом. I have not the time today to discuss as well various theories from cognitive psychology. У меня нет времени, к сожалению, это все обсуждать. Есть различные теории в рамках когнитивной психологии. And from current debates in consciousness studies. И всякие дебаты по поводу исследования сознания. But I do want to address this point from views expressed by our own foundational philosophers. Но я хотел бы обратиться ко всем этим идеям с точки зрения наших философов, основателей, философских основателей. Both Husserl's and Heidegger's views, it seems to me, recapitulate and are deeply influenced by this idea. Идеи и Хайдеггера, и Гуссерля кажутся мне снова схватывающими вот эту идею. Both these authors acknowledge the influence of Schopenhauer upon their thinking and their writing. Оба эти философа испытали на себе влияние Шопенгауэра на свое мышление и на то, что они писали. And I just want to read you a brief quote from Schopenhauer that captures what then becomes a major theme for both Husserl and Heidegger. И сейчас я хочу прочитать короткую цитату из Шопенгауэра, где вот есть та самая тема, которую потом, мне кажется, взяли и Гуссерль, и Хайдеггер. Here is Schopenhauer's quote. Цитата. Your individuality is not your true and final being. Ваша индивидуальность – это не ваше истинное и окончательное бытие. Indeed, it is rather the mere expression of it. Это скорее выражение ее. It is not the thing in itself, Это не вещь сама в себе, but only the phenomenon presented in the form of time. но лишь феномен, который представлен в форме времени. Your being in itself, on the contrary, Ваше бытие само по себе, наоборот, knows neither time, nor beginning, nor end, не знает ни времени, ни начала и ни конца, nor the limits of a given individuality. ни ограничений, которые даны индивидуальности. No individuality can be without it.
никакая индивидуальность не может быть без него. But it is there in each and all. Но каждое не является, но каждое бытие не является вот этой индивидуальностью вообще. If we turn to Husserl, если мы обратимся к Гуссерлю, we see the impact of this statement upon his thinking. Мы увидим влияние вот этого утверждения на его мышление. The critical issue raised by Husserl was not only the focus on consciousness, важная вещь, которую обратился Гуссерль, это касается не только сознания, but rather the way in which consciousness was to be studied. Но скорее он обратился к тому способу, которым должно изучаться сознание. In doing this, Husserl pointed us not only to the inseparable connectivity, И делая это, Гуссерль нам показывал не только на какие-то отдельные связи, соединения between the investigator and the other, между исследователем и другим, but rather, sorry, I lost the rest of the quote. But rather to the more foundational connectivity, но скорее на какую-то более фундаментальную связь, the Lebenswelt, на какую-то вот этот вот жизненный мир, the life world, or the being немецкий world. по-английски, мир бытия или жизненный мир, Lebenswelt. Что с бытием и с миром происходит? Гуссерль указывает не только на то, что человек, исследователь, который феноменологически обращается к другому, к исследованию его сознания, он исследует, нужно принимать во внимание не только вот эту взаимосвязь между исследователем и этим исследуемым, но и ту связь, которая вообще делает возможным само исследование, жизненный мир в целом, который создает эту целостность и возможность этой взаимосвязи. Here is a direct quote about the Lebenswelt from Husserl. Будет непосредственная цитата о жизненном мире из Гуссерля. No one actually experiences as readily seen the Lebenswelt, or the life world. Никто на самом деле не переживает это вот в непосредственности, этот жизненный мир. Since it is always in motion, always for everyone. Но никакую вещь, принадлежащую жизненному миру, мы не воспринимаем такой, какая она есть, потому что она всегда находится в движении. A unity of consciousness. И единство сознания. An openly endless multiplicity of changing experience. И открытая множественная бесконечность изменений. Elsewhere he writes, the moment, something momentous happens. Иногда случаются такие моменты. The moment I turn towards and start to address the other. Когда я обращаюсь в мир и обращаюсь к другому. Both of us become aware that we are being experienced and understood by the other. И оба мы переживаем то, что мы являемся существами, которые ощущают и осознают друг друга. And that our communicative act И наш коммуникативный акт reveals a higher interpersonal unity. Раскрывает более высокого порядка межличностное единство. Heidegger too addresses very similar concerns. Тоже к очень похожим вещам обращается. Particularly in the crucial notion of being in the world.
особенно когда он говорит об этом важном своем понятии «it's design». Yeah. This notion of being in the world or понятие бытия в мире, по-английски так refers to a unitary phenomenon. Это бытие в мире, это такой единый феномен. Not separate entities being world. Нет такой отдельности, что есть бытие и есть мир. But a unity being world. Но есть единство бытия и мира. And inness. И вот это внутри, Being in. внутри. Вы сами понимаете, что вы говорите? Понимаем. Но Поздравляю вас. я просто это читала до этого, но для того, чтобы это объяснить так, как я понимаю, мне нужно гораздо больше слов, чем использует Эрнесто. The phrase is a compound expression seeking to address a unitary phenomenon. The phrase is a compound expression Это okay, forget it. да, фраза, которая объединяет оба этих выражения. Don't worry about it.